Многое на своем веку повидал Серафим, и плохих людей, и хороших. Было и счастье в семейной жизни, и тоска овдовевшего человека. Но никогда он не шел поперек совести. Даже когда ему предлагали пачки денег за то, чтобы он закрыл глаза на браконьерство, не было у него такого соблазна, чтобы взять. Прекрасно знал старик, что не сможет он после этого в глаза людям смотреть. Да и деньги эти. Что деньги? Разве купишь на них счастье? Эх, так только глупые люди думать могут, говорил Серафим. Погода сегодня стояла прекрасная. Небольшой мороз и яркое солнце. Старик прищурился, подставляя свое лицо солнышку, и, поправив карабин на плече, побрел привычной тропой. Однако его планы нарушил посторонний звук. Забравшись на пригорок, лесник замер, вслушиваясь в тишину. Так и есть, где-то вдали работали топоры, а потом к ним присоединились и пилы. Посторонний человек ни за что бы не смог расслышать это и, скорее всего, не обратил бы даже внимания. Но Серафим знал, как работает бригада лесорубов, да и большую часть жизни он провел здесь, в лесу, который стал для него родным домом. Настроение лесника сразу же ухудшилось. Сколько ни воюй с ними, а все равно лезут и лезут. Больше часа добирался Серафим до места рубки, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, чтобы убедиться, что идет он в верном направлении. И вот, наконец, его взору предстала картина преступления. Посреди расчищенной полянки стоял лесовоз, уже до половины загруженный свежесрубленным и подготовленным лесом. А вокруг него ходило человека 4-5. Небольшая бригада, отметил про себя лесник. Но тем лучше. Легче будет управиться. Серафим решительно шагнул из кустов, представ перед лесорубами. «Все, ребят, кончай работу!» — крикнул лесник, на ходу стряхнув карабин и передернув затвор. «Эй, отец, ты полегче!» — начал успокаивать его молодой парнишка. «Поздно, милок, раньше надо было думать!» — прервал его Серафим, наставляя на него ружье. «Отец?» — вдруг его окликнул голос со стороны. Лесник обернулся. «А ты чего буянишь-то?» — спокойным голосом продолжил незнакомец. «У нас и документы, и разрешение. Оттуда». Он многозначительно указал пальцем вверх. «Все есть, а ты в людей оружием тычешь. Ай, нехорошо. Жаловаться будем». Подойдя вплотную к леснику, парень демонстративно спокойно сложил руки на груди, впившись в старика своим колючим взглядом. «Ну, если есть, так показывай. А жаловаться хочешь? Жалуйся. Я уж на своем веку столько обиженных видел, что тебе и не снилось». Парень, ничего не отвечая, засунул руку во внутренний карман, словно отыскивая там чего-то. Потом его рука вынырнула наружу, сжимая толстую пачку денег. «На, отец, держи», заработал. Взяв ладонь лесника в свою руку, незнакомец с хлопком вложил ему пачку денег и сжал его пальцы второй рукой. «Тут тебе и разрешение, и документы, и прибавка к пенсии заодно», с язвительной улыбкой добавил он. Окружившая их толпа ехидно засмеялась и уже собиралась приступать к дальнейшим работам, откровенно полагая, что на этом инцидент с их задержанием будет исчерпан. Но вместо этого они вдруг увидели, как лесник с силой швырнул пачку обратно в лицо их начальнику, разбив тому губу. «Купить меня хочешь?» — закричал Серафим, снова пытаясь наставить ружье на молодого нахала. «А вот не выйдет. Ладно, ты сам напросился, глупый старик». Злобно прошипев себе под нос и вытерев кровь с разбитой губы, парень резко сделал шаг к леснику, одной рукой отведя от себя ствол ружья, а второй, тут же нанеся сокрушительный удар прямо в челюсть старика. В глазах Серафима тут же потемнело, а земля ушла из-под ног. Лесник рухнул лицом вниз, он хотел быстро подняться, однако следом на него обрушился град ударов руками и ногами. Остервенелая толпа, казалось, хотела втоптать старика в землю, с каждым разом стараясь нанести удар как можно сильнее. Во рту появился отчетливый вкус крови. Дышать стало нестерпимо больно.
Вдруг кто-то, взяв его за шею, поднял с земли. «Что, старый, как тебе наши документы?» Глаза, наполненные злобой, смотрели прямо в упор на лесника, ожидая увидеть в них страх и смирение. Однако Серафим, оттряхнув с себя грязь, ответил молодому беспредельщику, глядя прямо в его глаза: «Вы все задержаны. В случае оказания сопротивления будет открыто уголовное дело». Парень опешил от такого. Он явно не ожидал, что в этом сухом старичке будет столько внутренних сил и упорства. Парень обернулся на свою бригаду, беспомощно ухмыльнувшись, словно соображая, что делать дальше. «Как знаешь», — вдруг сказал он, и, слегка отклонившись назад, резко наклонился, ударив головой в лицо Серафима, окончательно погрузив того во тьму. Стая белых волков шла по лесу в поисках пищи уже не 1 километр. В этом году дичи в лесу мало. Волкам приходится часто заходить во владение другой стаи, чтобы отыскать себе пропитание. Вожак поднял морду к небу, на котором уже появились первые звезды. Он прекрасно понимал, что находится на чужой территории, но выбора не было. Стае нужна добыча, иначе многие могут погибнуть. Вдруг чутких ноздрей животного коснулся такой далекий и, казалось бы, уже забытый запах. Волк остановился, принюхиваясь. Да, действительно, это он. Он не может его ни с чем перепутать. В голове хищника вдруг начали всплывать картины, когда он, будучи еще крохотным волчонком, попал в руки человека. Его тогда терзал жуткий голод, а также сильно болели загноившиеся глаза. Он был сильно болен. Браконьеры убили его стаю, и он остался один. Но этот человек дал ему еды, забрал его в свое теплое логово и смог вылечить глаза. Волк помнил это. Он помнил, что почти целый год он жил в одном жилище с человеком, и тот заботился о нем, иногда по-доброму улыбаясь, глядя на его проказы, а иногда и поругивая, когда тот, заигравшись, творил что-то непотребное. Белый вожак резко развернул свою стаю и повел ее в сторону запаха. Волки быстро и бесшумно шли за своим вожаком, но среди них началось беспокойство, когда помимо странного запаха человека, они отчетливо почуяли присутствие серой стаи, которая тут хозяйничала. Однако уверенность вожака придавала всей стае храбрости и отваги. Выскочив на поляну, хищники увидели, как стая серых волков окружила лежащее тело мужчины и уже начала разрывать на нем одежду. Белый вожак, увидев это, не раздумывая, ощетинился страшным оскалом, предупреждая серую банду о нападении. Но это была не их территория, и здесь хозяевами чувствовали себя серые. Они не собирались пускать чужаков на свои земли, да еще и отдавать найденную добычу. Серые волки тоже оскалились, готовясь к битве. Словно по команде, 2 волчьих стаи кинулись друг на друга. Схватка была жесткой, но скоротешной. Белых волков было больше, а их вожак был крупнее и яростнее. Словно неумолимая стихия обрушивался он на своих врагов, заставляя тех бежать, поджав хвосты. Шум над поляной стих. Волки начали зализывать свои раны, полученные в бою. Теперь это их территория. Вожак подошел к лежащему человеку и обнюхал его лицо. Он дышал, от него пахло кровью. Но он будто спал, не подавая признаков жизни. Вожак лизнул мужчину в лицо, и старик закрутил головой и открыл глаза. Белый. Тут же узнал он спасенного им когда-то волка. Белый. Радостно и уже более уверенным голосом произнес лесник и протянул к нему руки, стараясь обнять. Серафим сел, обняв своего волка за шею. Не стесняясь, он плакал, понимая, что только что тут произошло. Луна уже высоко висела над лесом, освещая ее своим мутным светом. А где-то там внизу шла стая белых волков во главе со своим вожаком. Но самое удивительное было то, что за ними шел человек. Он шел уверенно и без страха, понимая, что стая выведет его к дому. Но почему-то этих зверей, спасших ему жизнь, принято называть животными, а тех, кто избил и бросил на страшную смерть, все считают людьми.
Ответа на этот вопрос Серафим так и не смог для себя найти. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.